Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим торт, который произвел на моем домашнем празднике настоящий фурор. В данном случае не буду утверждать, что торт легкий и готовится за полчаса, но поверьте, что он того стоит и подойдет для любого семейного торжества. Тем более не все так уж сложно, как кажется на первый взгляд. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, у меня найдете много вкусных и простых рецептов. В первую очередь нужно очень аккуратно отделить белки от желтков. Я повторяю об этом каждый раз, но вдруг кто-то не знает, то посуда должна быть абсолютно чистая и сухая, иначе белки не взобьются. И ни в коем случае капелька желтка не должна попасть в белок. Я белки сразу же вбиваю в чашу миксера, добавляю щепотку соли и взбиваю до крепкой пены. Затем высыпаю сюда ванильный сахар и сахар. И взбиваю около 10 минут до твердых пиков. Когда белки хорошо взбились и сахар растворился, добавляю чайную ложку лимонного сока и еще секунд 30 взбиваю. Проверяем белки на готовность вот таким нехитрым способом. Переворачиваем, если они не выпадают, значит готово. Просеиваю сюда муку и аккуратно перемешиваю так, чтобы масса не осела. Вот такое пышное воздушное тесто должно получиться. Выкладываю его на противень, застеленной пергаментной бумагой, и распределяю максимально ровным слоем. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 160 градусов. Выпекается этот корж 30 минут. Готовлю крем. Оставшиеся 8 желтков выкладываю в сотейник, добавляю сахар, ванильный сахар и крахмал. Все перемешиваю до однородности. Затем понемногу добавляю молоко и снова перемешиваю, чтобы не было комочков. Варю на среднем огне до загустения, примерно 3-5 минут. Снимаю с огня и перекладываю в миску, чтобы масса остыла. К этому времени корж у меня испекся. Я его выкладываю на полотенце и удаляю пергамент. Даю ему немного остыть и делю его на полосы шириной 7 сантиметров. Такова высота у моей формы, в которой я буду собирать торт. Вот такие эластичные полоски получаются. Основа для крема остыла, взбиваю миксером секунд 30. Добавляю ароматизатор, у меня цитрусовый. И затем постепенно по 1 столовой ложке ввожу сюда мягкое сливочное масло. Масло должно быть высокого качества, высокой жирности желательно, очень вкусное, тогда и крем получится просто отличный. Взбиваю до эластичности крема и однородного состояния. Вначале крем будет жидковат, но когда он постоит в холодильнике, то он загустеет. Перекладываю его в кондитерский мешок. Собираю торт. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Выкладываю сюда полосы. И затем из кондитерского мешка отсаживаю крем. Если длины полосы не хватает на весь диаметр круга, то можно ее просто разрезать пополам. Промазываю шпателем, затем снова выкладываю полосы. Делю их так, как мне удобно, так, чтобы они покрывали весь круг внутри. И снова отсаживаю крем. На самом деле, друзья, все это делается очень легко и просто. Когда мои гости увидели этот торт в разрезе, они подумали, конечно, что он какой-то супер повышенной сложности. Но, как видите, стоит только приловчиться, и ничего сложного в нем нет. А в разрезе торт, конечно же, получается очень оригинальный.
Для серединки и покрытия торта я буду использовать другой крем. У меня творожный сыр, я его смешала с сахарной пудрой и с жирными сливками. Взбиваю до однородности. Наношу в центр сливочный крем и заполняю кусочками оставшимися коржа. Верх торта тоже покрываю сливочным кремом. Промазываю ровным слоем и ставлю торт для стабилизации в холодильник на 1 час. По прошествии 1 часа снимаю форму и при помощи кондитерского мешка и небольшой насадки отсаживаю оставшийся сливочный крем. А вот такие у меня получаются небольшие звездочки, такие как бы цветочки небольшие. Я на самом деле не мастер украшения тортов, поэтому если вы умеете делать красиво, то, конечно, может быть здесь уместно как-то и постараться. У меня же самое простое украшение, но от этого вкус торта, конечно же, не меняется. Выпекала я его не для продажи, не кому-то, для своего торжества. И поверьте мне, что вкус торта затмил собою просто все те, которые я выпекала ранее. Еще даю торту постоять в холодильнике где-то час, и можно уже разрезать и пробовать. Режется очень мягко, тут очень вкусное сочетание двух кремов. Желтый крем, он на самом деле такой насыщенный, тяжеловатый, в нем много сливочного масла, а верхний крем, который на сливках, он очень легкий. И торт получается просто невообразимо вкусный. Друзья, стоит постараться, испечь и попробовать. Надеюсь, рецепт вам пригодится. Если так, то ставьте, пожалуйста, лайки, поддержите мое видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Очень жду ваших комментариев. Всем желаю мира и добра. Всем пока!